длительной паузы вы снова смотрите программу «Актерская кухня». Я вам скажу так, что пауза возникла исключительно по моей вине, по моей глупости, по моей дурости, по моей беспечности, потому что я слегла с Орзе и выпала из привычного образа жизни буквально на 3 недели. Вот вы мне скажите, чем я думала, что мною двигало и руководило, когда у меня назначена была съемка. Накануне вечером я возвращаюсь домой, заезжаю в магазин и покупаю почти килограмм мороженого. При том, что мороженое последний раз я ела летом. Я не знаю, что будет туда. Естественно, я ем это мороженое дома уже, на ночь глядя. На утро у меня обложенное горло, ну и получила то, что получилось. Съемку пришлось отменить. Слава богу, что Орзе, а не эта зараза, которая ходит сейчас по планете. Хотя в моем окружении сейчас достаточно людей, которые переболели этим недугом или же болеют. Ну, чего далеко ходить. У меня сын в Киеве переболел коронавирусом, у него на неделю пропало обоняние. Ну, я вам скажу так, что мне, естественно, ничего не говорил, чтобы я не нервничала, не переживала, а уже поставил потом в известность, что так и так, что типа все позади. Хотя вы знаете, что этот вирус мутирует, да, надо постоянно употреблять витаминку С, витаминку D и, конечно же, беречь себя. Ну, а сегодня я вам расскажу еще одно средство, которое может избавить вас от любых болезней. Мы будем готовить согревающий, потрясающий напиток под названием глинтвейн. А главным ингредиентом, который мы будем использовать, будет белое, сухое, натуральное вино от партнера моего проекта, цеха авторского вина «Печёнок». Вино называется «Траминер». Изготавливается это вино из элитных сортов винограда. Родиной этих виноградников является Италия, деревня Трамин. Это не я такая умная, это я вычитала в интернете. Причем, вы знаете, называть его можно и траминер, и траминер. Например, во Франции, в Германии там ставят разные ударения. Будет правильно и так, и так. В качестве закуски подается к белому глинтвейну сыр. Поэтому с кем я буду лечиться, вы увидите. Оставайтесь с нами, я думаю, что будет интересно. Ну а пока, суть до дела, я займусь оформлением сырной диски. Итак, друзья, посмотрите, кто ко мне приехал в гости. Прошу любить и жаловать. Это киевская актриса театра и кино, одесситка Дарья Якшева. Добрый день. Вот, добрый день. Ну, я вам скажу так, это не тайна. Даша, дочка моей подружки, моей коллеги, моей однокурсницы, которая также заканчивала Днепропетровское государственное театральное училище, директор и художественный руководитель Одесского театра юного зрителя, заслуженной артистки Украины Оксаны Бурлай-Питеровой. Вот такие вот гости у меня сегодня. И так далее. Я знаю, ты сегодня уезжаешь? Да, я еду в Киев. Значит так, коль ты едешь сегодня в Киев, тебе надо быть здоровой, и мы с тобой будем сегодня готовить прекрасный, согревающий, целебный напиток под названием глинтвейн. Drive-through, order my
мы лишены всех новогодних ярмарок, рождественских, когда можно прогуляться по Киеву, выпить глинтвейн. Да. Вот, поэтому остается только готовить дома. Так, Да. держи. Да. Сейчас мы... Держи, выливай. Все вливаю, да? Да. Значит, рецепт я посмотрела в интернете, но готовить будешь его ты. Хорошо. Есть, да? Мы использовали 750 мл белого сухого вина Трамильер. Добавляем палочку корицы. Корица, да. Огонь я сделала меньше, Да, потому меньше. что вино не Теперь- должно закипать. Нет, его надо довести до кипения. Гвоздички, вот так, да? Хорошо. Так, гвоздички. Да, И гвоздички. сейчас мы, сказать, лимончик добавим. Да, давайте добавим. Так, сейчас давай. На, добавляем мед. По вкусу, я не знаю, как там по вкусу. Ну, в принципе, вино сухое, поэтому я думаю, что Я думаю, что ложечки ложечки, достаточно, да. да. Мгм. Ложечки будет достаточно. Так скажем, подсластить. Так, и лимончик. Ну, кстати, ты знаешь, что он действительно помогает от простуды, этот глицерин, да? И, как тебе сказать, главное его не пить, когда при температуре 38. Нельзя. Мгм. Достаточно дольки. Да, я думаю, достаточно сейчас. Всё. Добавлю. Мгм. Хорошо. Так, и оставляем, да? Должно Да, он должен закипеть? до кипения надо Мгм. довести. Я прошу оператора подойти показать, как у нас здесь, какая Какая красота. Корица добавила цвета, да? Жалко, через камеру нельзя передать аромат. Аромат, ну, сейчас мы передадим. Мы сыграем Да, этот вы нам аромат. поверьте просто на слово. Да, что действительно это прекрасный Да. напиток. Ну что, глинтвейн готовится. Я вот сейчас сделаю нам сырную доску. А ты знаешь, что, да, глинтвейн, знаешь, сколько? 1,5 века. Ничего себе. Серьезно, 1,5 века, да? А считается родина его Германия. Мгм. Интересно. Вот так вот. Кстати, в Германии, конечно, вот... Ты же была в Германии, Да, я очень люблю Германию, и в этот период, как раз новогодний, рождественский, у них потрясающая сказка, и мне как-то посчастливилось быть у них перед Рождеством, Мгм. и у меня было ощущение, что я вот маленький ребенок, который попал просто в какой-то сказочный замок, везде ярмарки, везде глинтвейн, везде огоньки, Мгм. люди все счастливые, добрые, и зима, холод не воспринимается холодом, потому что все с какими-то кружечками согревающими, люди дружелюбные. В общем, атмосфера, конечно, Потрясающая. потрясающая, да. Но они умеют это все дело делать. Ты работаешь, в молодом тоже работаешь? Да, сейчас, да. да? И в театре-студии Ружковского. Да? Да, театральная мастерская Николая Ружковского, Мгм. да, это наш театр, который мы открыли нашим курсом после выпуска. Мгм. Вот, и так и Ну, ты же назвали. училась у Ружковского. Да, я правильно? училась у Ружковского. Я поступила в 2011 году к Николаю Мгм. Николаевичу на курс. Вот. Ну и, собственно, как-то так мы с ребятами поняли, что мы мыслим в одном направлении, Мгм. что расходиться нам не хочется, что у нас к выпуску уже было 6 спектаклей дипломных, то есть это уже такой стартовый репертуар. Ну и так оно само собой, и все говорили о том, что у нас такой курс сплоченный, что мы должны стать театром. Вот. Ну и, так сказать, через тернии, не так скажем, не совсем это просто, да, открывать что-то свое, но, слава богу, мы есть. Николай Николаевич был против, конечно, такого названия. Он говорит, ну как это моим именем У называть? вас есть Что база, это? да? Да, у нас мы находимся сейчас по адресу Большая Житомирская, 4. Это библиотека искусств Леси Украинки. Ты по сколько человек? Вот сейчас мы добрали еще 3 людей с выпуска после нас, младших, и целиком где-то у нас 15 человек. Даша, а кто сейчас у вас ставит в театре? Сейчас руководит театром Софья Николаевна Письман, это наш педагог. Прекрасная актриса. Да. До этого вот недавно, 2 года назад, не стало Игоря Николаевича Славинского, который руководил нашим театром, не стало Николая Николаевича Ружковского. Вот. И как-то это такой был, конечно, год потрясений, тяжелый год. Но сейчас мы стараемся держаться, стараемся репетировать новые спектакли. Конечно же, карантин тяжело дается для всех театров, а для молодых так тем более, поэтому какие-то репетиции иногда нужно было приостановить, какие-то мы как бы стараемся продолжать спектакли репетировать, вот. Но, слава богу, у нас был длительный перерыв. И вот спустя полгода, мы так назвали, вот мы вчера запустили анонс,
о том, что наш 3,5 сезон будет открыт 24 декабря. Ну и, в общем, мы решили открывать театр, но благо у нас как бы эту паузу сгладил наш замечательный театр на Подоле, который, да, протянул нам тоже, так скажем, такую руку помощи, и мы на их площадке периодически играем наши спектакли. А в молодом театре что? Вот, в молодом театре тоже, ну, как бы постепенно спектакли идут, все в ограничениях карантина выходного дня, и по мере возможности... Ну, Ты как приглашенная актриса или... я работаю на разовых, да, у меня контракт, да. Ну, у меня есть актриса, тоже знакомая в молодом театре, это Викуся, моя любимая, ромашка сейчас она. Викусь, тебе привет большой. От меня, я очень скучаю по тебе, и буду в Киеве, обязательно увидимся. И ты будешь обязательно сниматься у меня в актерской кухне и расскажешь о своих достижениях. Я очень горжусь тобой, ты умничка и красавица у нас. Да, Викуля прекрасна. Знаешь Викусю, да? Да, Викусю знаю, Викуся хороший человек, актриса, потрясающая. Да, замуж вышла. Ну, эти актерские семьи, понимаете? Но она мне как дочь, потому что она 9 лет встречалась с моим сыном, друзья. Представляете? 9 Сенсация, лет. сенсация. С 10 класса, это вообще. Так, ну что наш глядел? Ну что, я не знаю, так, вот, он подходит, должен закипеть. он закипит. Я могу чуть-чуть сделать больше огня, потому что я Давай, его уменьшила. чуть-чуть, да. Я его Он должен уменьшила. еще настояться у нас. Ага, Угу. сейчас он подпускает. А я знаю, у тебя тоже молодой человек есть, да? Да, тоже актер, Актер. музыкант. Тоже он парень из актерской династии. Да, У мы него как-то так родители. вот похожие истории детства. Да, родители у него такие, скажем, такие известные, мама снимается много, да. Да. Но, надо сказать, твой папа тоже актер, на секундочку, Киевского академического театра национального Леси Украинки, да? Да, у нас семьи творческие. Да. Он работает в театре, он играет, репетирует, и периодически, да, у него съемки. Вот. Но ты ходишь на спектакль? Да, А он к тебе? ходит. Да, Мама. вот у меня сейчас был на премьере с мамой, они приезжали. ко Мама мне, часто конечно. ездит к тебе, да? Да, мама, ну, я так скажу, уговариваю ее, потому что мама Мама тяжело молодец. поддается на такие вещи в плане того, что у нее много работы, и я говорю, мама, ну давай хоть на 2 дня. Она говорит, я обещаю, я приеду, ну сейчас, ну лучше Ну больше. слушай, надо сказать, твоя мама твоя фанатка, просто театр, да? Ты такая же или нет? Ну, Вот она просто фанатеет театром, она без него не может. Понимаешь, она сама сутками сидит в театре и других заставляет. а так, ну мы выключаем или он кипит? Так, кипит, выключаем. Все, Так, выключаем. Всё, выключаем. и оставляем, да? Да, оставляем, Она потому что она остается. стоит. Вот Да? так. Ты такая же, как мама или нет? Ну, честно говоря, как обо мне говорят со стороны, что я тоже фанатично отношусь к театру, люблю эту профессию, но мне кажется, что с моей мамой я не сравнюсь, потому что уровень ответственности, уровень любви к театру, это вот желание постоянно сделать лучше, и, конечно, я Так она восхищаюсь. еще, знаешь, она мало того, что она директор, художественный руководитель, она еще и актриса, она же играет еще. Я не знаю, как мама успевает Я всё. не знаю, понимаешь, еще дочка же есть у нее младшая. Да, Сонька. Как Но она? на самом деле, когда у меня бывает такой период, что мне кажется, что я устала, либо мне лень что-то делать, я сразу думаю о маме и думаю, так, подождите, но она же как-то не устает, она... Моточек нет, конечно, устает, все мы устаем, но глядя на маму, вот этот какой-то такая... Ты знаешь, энергия- она в таком темпе, в таком ритме жизни живет, да, она иначе не умеет. Да, ну у нее темперамент такой очень. И насколько мне известно, да, то есть ты же выросла за кулисами, абсолютно, да, маленькая еще. А Соньку она родила, вот люди рассказывали, да, буквально я родила Соньку, прибежала в театр. А что ты пришла в театр, у тебя ребенок маленький? А что? Ну, а со мной что? было То то есть же то же самое, самое, да, да? 3 Таскала за месяца. собой, да? Да, я прямо в прямом смысле росла в театре, потому что вот с первых месяцев я уже в колясочке, там где-то за кулисами, либо на проходной, все мне нянчились, и на глазах всех росла. Ну, то есть судьба твоя была предрешена. Ну, можно сказать и так, но, честно говоря, класса до 8-го я даже представить не могла, что я решу пойти по стопам родителей и буду поступать в театральный институт, потому что когда меня спрашивали о том, что, ну ты же, наверное, как мама будешь актрисой, я говорила, нет, вы что, ни в коем случае, театр, нет, это не мое. Но у меня как у ребенка была ревность. Родители постоянно в театре. Поэтому я очень так специфически относилась к театру и ревностно, и поэтому я считала, что нет, только не это, может быть журналистом, может быть еще кем-то.
А потом произошло как-то вот так само собой щелчок. Я попала на съемочную площадку к маме, и я этим всем заразилась. Потом я на театр начала смотреть по-другому, на всю эту профессию. И мне стало интересно, и я захотела. И как оказалось, в том же возрасте, в котором и мама решила стать актрисой, это был 8 класс. Вот. И дальше мама спрашивала: ты точно уверена, что ты хочешь поступать? Все-таки это лотерея, это такая профессия, это не так, как кажется, это намного сложнее, это все. Но как-то я уже поняла, что точно хочу, и мама меня поддержала, и, в общем, я поехала поступать. Никуда не деть вот этого творческого темперамента. Я понимаю, что если меня сейчас забрать профессию, я найду чем заниматься, и мне многое будет интересно, но у меня не будет вот этой высказанности, и, это как оно есть, и все, ты должен этим заниматься, ты не можешь вот просто взять и отказаться. У нас, когда был сейчас перерыв в спектаклях, я общаюсь с нашими ребятами, говорю: ребята, я уже не могу, подождите, надо идти, надо играть, тяжело дается. Так, ну что, мы делаем паузу? Да. Так, ну что, друзья, вот мы с Дарьей уютно расположились у камина. Наш глинтвейн готов, бери. Вот, ну что, видите, какая красота у нас получилась? Корица добавила цвета, да? Да. А запах? И аромат, да. Какая красота. Ну что, Дарья, будем здоровы? Да, будем здоровы. Будем здоровы, и вы будьте здоровы. Пробуем? Да. И это вкусно. Вкусно. Лично я никогда не пила глинтвейн белого вина. Да, я, кстати, тоже. Впервые. Ну что, друзья, надо сказать, что глинтвейн удался. Так? Я хочу поблагодарить Андрея Печенова. Я хочу поздравить тебя с победой в выборах. Ты стал депутатом в своем округе. И желаю тебе удачи. Дальше будет. Все только начинается. Выпьем за это. Выпьем, да. За удачу и за здоровье, конечно. Так, ну что, Дарья, бери. Накладывай сыр. Все так красиво. Красиво, да. Главное так, по-домашнему, уютненько, да, каминчик. Ну а как иначе, друзья? Ну как иначе? На улице холодно, да? Надо согреваться, надо для профилактики пить глинтвейн, чтобы не болеть. В Киев поешь здоровенькая, бодрая. Что у тебя завтра? Завтра у нас прогон спектакля. У нас репетиция, и я еще работаю в центре Леся Курбаса. Мы сейчас выпустили там новый спектакль, называется «Вторичный смех». И возвращаясь к теме актерских семей, как раз в этом спектакле я работаю с папой Стаса, это заслуженный, артист Украины Сергей Мельник. Ставила спектакль мама Стаса, заслуженная артистка Украины. Она как режиссер работает еще? Да, она как режиссер ставила, Ирина Мельник. Вот, так что у нас там прям такой семейный сплоченный состав. Вот, много вопросов задают, а каково мне с папой Стаса играть любовь на сцене. Да, даже так? Да, вот, у нас там это такой спектакль, как сказать, он папин больше, да, то есть он на сцене 1,5 часа, час 20 спектакля, да, на сцене, и мы с девчонками появляемся в разных образах, в его воспоминаниях и так далее, вот, и совершенно разные между собой персонажи, и в основном, конечно, это все любовная линия. Так вот, я отвечаю, Стас не ревнует? Нет, Стас не ревнует, Стас посмотрел спектакль, ему очень понравилось. Также в этом спектакле со мной на роли Александра Польгуй, актриса, и партнер мой Мальвина Соличук. Мальва. Бывает. Нет, Соливанчук — это актриса Другая, Подоля. да. Вот. Которая второго ребенка родила. Да, недавно, да. Ну вот, мы завтра у нас будет прогон. 24 числа во вторник будет сам спектакль. Ну, собственно, вот так вот сразу, так скажем, с корабля на бал. Вот. Я в 7 утра приезжаю, и в час я уже на прогоне. Понятно. А как вот работается, да, вот, допустим, мама говорит, Стаса режиссер, папа партнер, да, но они же еще как-то родственники, да?
все-таки ты, я не знаю, как сейчас это называется, гражданский брак или как? Ну, Не знаю. Я не знаю, как это, друзья, называется. Люди любят друг Я друга, живут, а против как это гражданских называется? браков, я только за замужество. Даш, надо замуж выходить. Ну, честно, вот мой сын тоже сейчас живет в гражданском браке. Я не знаю, как его девушка она ему, жена как-то я не могу назвать, девушка, тоже как бы живут 6 лет вместе. Но, друзья, я не знаю. Ну вот у меня недавно поженились друзья, М, и сейчас по новым законам даже штамп в паспорте не ставят. Поэтому Как не ставить? то, что мы зайдем в ЗАГС и поставим роспись, Подожди. вряд ли поменяет А, как-то штамп в наше... паспорте не ставят? Нет, дают вам справку о том, что вы муж и жена, но это вряд ли как-то меняет Не взаимоотношения. скажи, мне кажется, знаешь, вот психологи говорят, что гражданский брак это не брак. Это психологи говорят, это не я говорю. Ну, Я это вот слово маме брак, твоей, оно какое-то такое. я твоей маме рассказывала, да, что сейчас я присела, скажем так, на одного психолога, который, скажем так, помогает разобраться в семейной жизни, в женском начале. И он говорит, что, ребят, это не брак, гражданский брак. Надо выходить замуж. Тогда появляется ответственность у него, у тебя. Понимаешь, а так кажется, что мы сейчас живем вместе, да, а вдруг завтра мне кто-то получше подвернется. Нет, так не кажется. Все будет, всему свое время. Да? Мы, да, работаем над этим вопросом. Сколько лет вы остался вместе уже? Мы не можем никак высчитать, ну, примерно лет 8, а может и 9. Вы учились вместе? Стас учился тоже в мастерской Ружковского, но я поступила, он заканчивал. То есть он на выпуск раньше учился. Ну и, собственно, на первом курсе мы и познакомились, потому что отношения чуть позже уже начались, поэтому мы не можем как-то так точно... Даша, определить, смотри, да. он актер, да, ты актриса. Нету у вас таких вот, скажем так, ревностных отношений в семье? Мы уже прошли этот Прошли этап, да. Кто лучше? Нет, такого Такого этапа у нас нету, да? никогда не было. Нет, вот что-что, но мы друг друга всегда поддерживаем и искренне радуемся всем начинаниям, успехам. То есть я имею в виду ревностно к, может быть, к сцене, к партнерам, к материалу, в котором работаешь, да, потому что, допустим, в молодом Ну, он театре... актер на Подоле, да, у тебя? Да, он работает в театре на Подоле, вот, и как шутят наши друзья, когда Стас сам сыграл в спектакле «Яма», он перестал ревновать меня к спектаклю «Яма». Я шучу, нет, ну как бы понятно, что мы были более юные, и это эмоционально, где-то было ревностно, где-то еще что-то, но мы все взрослеем и мудрее. Ну, то есть вы эту притерлись уже, да? Да, вы это да, прошли? мы просто как бы обговорили эту ситуацию, мы поняли, что все-таки ревность это достаточно разрушающее качество, да, и поэтому это профессия, и мы не нам друг другу объяснять, да, мы выросли как бы... Ты мне скажи, а вот мама по-женски советует тебе, как поступать правильно, как правильно не поступать, где лучше промолчать, где лучше... В личных отношениях? Да, в личных отношениях советуешь что-нибудь? Ну, как-то так мама всегда уважительно относится к моему выбору, к моей семейной и личной жизни, что... Ну, я не помню такого, чтобы мама говорила, нет, там, даже ты не права, или там, или еще что-то. Мама может по-матерински посоветовать из лучших побуждений, и я привыкла с детства слушать советы, потому что, да, в детстве я как бы пару раз понимала, что я не послушала маму, мама была права, и я решила, зачем тратить время на ошибки, когда мама знает, ну, действительно. Вот, мама может подсказать, мама может, там, не знаю, ну, заступиться за Стаса. Ну, понятно. Так, накладывай себе, накладывай Спасибо. себе. Так, а я так и соскочила с мысли и не договорила Да, по давай. поводу... Ты накладывай и говори. Как работать мне с семьей на сцене. И я Да. говорю, и вот я Это отвечаю... антреприз у вас или нет? Ну, это проект, да, это проект в центре Леся Курбаса. Ну, это вот. антреприз. Да, то есть как бы получается, что антреприза, потому что мы все из разных театров собрались как бы на одной площадке. Вот, я отвечаю, что прекрасно мне играется и любовь, и работается, потому что, когда ты выходишь на сцену, ты уже не задумываешься о том, родственник ты, не родственник, ты не идентифицируешь, ты просто перед тобой есть партнер, и ты совершенно об этом как бы забываешь. И когда любовная сцена или когда пощечина, ну, мне сложнее было, наверное, пощечина, нежели любовная сцена, ну, потому что это... Ну, как бы, я против насилия, и это ужасно, но мы все репетиции, мы так обозначали, а потом Ирина Ивановна говорит, ребят, ну, а пощечина будет? Я говорю, простите, Сергей Ростиславович. Правильно, Пошла что делать? пощечина. Работа есть работа, да. Да, вот, замечательно работается, и, честно говоря, наверное, то, что мы из актерских семей, и то, что вот наши семьи творческие, это круто, потому что вы говорите на одном языке, вы понимаете, о чем вы говорите, вы все... Знаешь, что еще хорошо, что родители ваши дружат.
Да, да. Я знаю, что Стас и родители приезжали летом сюда к вам, Мгм. в Одессу. Да. Мама с ними провела время в Савиньоне. Да, мы На на море, даче. на даче всей семьей, семьями отдыхали. Мгм. Это прекрасно. Мы говорим Так, просто... накладывай себе Да, соль, я спасибо, я бери попросила. орехи, виноградик. Говорим на одном языке с ними, и Мгм. это очень здорово. Друзья, лечимся. Будьте здоровы. Будьте здоровы, да, не болейте. Не ешьте мороженое. Самое главное. Да, мороженое. Не то время. Сейчас время глинтвейна. Ну, видишь, бывает такое, что Хочется тобой что-то не организм. руководит, и ты ешь мороженое. Вот у меня недавно была съемка портфолио, ну, фотосессия. И я прям за 2 дня, я подумала так, что я ем, что я пью, как я, во сколько лягу, потому что я переживала, ну, что всегда так, вот как закон подлости, либо ты не выспался, либо у тебя что-то, не знаю, там, аллергия какая-то пошла, вот специально думаю, нет, я сломаю эту систему, и я постаралась, ну, прям вот как-то Ну, молодец. серьезно. Ну, знаешь, ты еще молодая. Понимаешь, тебе можно и не спать, и есть, и пить, и сниматься, и будет никто не заметит. Но когда я понимаю, да, что нельзя, и я это делаю. Ты по поводу молодая, у меня вчера смешная история произошла с моей сестрой, которая младше меня на 16 лет. Мы с ней зашли в магазин. Она говорит: Даша, подожди, а тебе дают твой возраст или нет? Я говорю: Соня, ну, конечно, мне не дают 27 лет, но я же выгляжу моложе, ну, смотри, на 15. И Соня говорит: сколько? 27? И в этот момент с полки падает антисептик. Она говорит: Даша, даже антисептик не выдержал, сколько тебе лет, ты представляешь? Сонька, да, прекрасная девочка. Тоже артистка будет. В ней есть вот это творческое, но я не знаю, пока ее предпочтение, не знаю, Соня нас не посвящает. Потом посвятит. Ты знаешь, я своего сына тоже отправляла в Киев поступать, да, в институт бизнеса. В итоге он приезжает, он поступил в Копенгакарова на продюсерский факультет. Я говорю, как? Я же отправила в институт бизнеса поступать, потому что до этого он закончил школу бизнеса. Ну, то есть я хотела человеку, ребенку нормальную профессию иметь. Да все родители хотят детям нормальную профессию. В итоге что? Часть детей идет в творчество. Нет, ну это... В итоге он композитор. Ты понимаешь? А работа же, ну, ребят, ну, это зависимая работа, да, как актерская работа. Сегодня она есть, завтра ее Да. нету, да. Вот сейчас вышло 2 сериала у него на СТБ, да, прекрасно, замечательно. Ну, хорошо, а до этого он год сидел, потому что этот коронавирус, это все. Ну все зависимые и... Очень Я же зависимая говорю, что мама, профессия. когда я выбирала профессию, она говорила: Даша, хорошо подумай, это лотерея, ты все время от кого-то зависишь и так далее. Но я вам скажу, что сердцу ты не прикажешь. Если у тебя есть, как говорится, если ты можешь без театра, то не иди туда, правильно? А если не можешь, то будь добр, как бы, отдаваться этой профессии. И я скажу, что ты будешь несчастлив, если ты, как бы, скажешь себе, что практичнее будет стать стоматологом, да, а твоя душа разрывается от творчества. Поэтому, ну, все мы так сейчас балансируем, потому что, ну, как бы, все творческие профессии, они сейчас... И вот когда объявили карантин жесткий, да, когда всех закрыли по домам, вот только начало, апрель, март, и вдруг ты сидишь и понимаешь, насколько твоя профессия сейчас, ну, она никому не нужна, и она ничто, потому что пандемия, потому что вирус, потому что все закрыты, и что? Ну, вот что ты актер, и как бы... Поэтому вот это, конечно, пугает, но меня радует то, что поколение и творческие люди, они настолько обезбашены, что они начинают снимать видео, они записывают какие-то интервью, они делают какие-то там, ну, в общем, очень много интересного, как Ну, говорят, вот у меня контента. возникла, почему актерская кухня? Во время первой, скажем так, волны Ну, то есть эпидемии. творческий человек, он все равно Все, найдет, думаю, куда так эту что надо энергию. делать. Ну, скучно здесь, надо что-то делать, надо что-то придумать, да, так общаться с людьми. Единственное, что сейчас плохо, да, что у меня много знакомых тоже начинают болеть, что сейчас не так просто там поехать к кому-то, да, то есть к себе позвать кого-то, потому что ты не знаешь. Да, да, так я уже несколько раз в Киеве сдавала тоже тесты, потому что, ну, я работаю в коллективах, и я не могу, как бы, да, я стараюсь быть социально ответственным человеком, и приходится периодически сдавать и проверять, потому что раньше это казалось, где-то вирус, а сейчас ты понимаешь, что это настолько рядом, что каждый третий Очень знакомый уже рядом, переболел, ребята. либо болеет. Поэтому будьте здоровы, берегите себя, носите маски, потому что когда я захожу в Киеве в метро, и полвагона сидит без масок, мне хочется подойти и сказать: ребята, Даша, ну убери. как? Как вы можете себе позволять Ну, такие это вещи? безответственно. Главное, знаешь, ты носи маску, потому что ты же не знаешь, кто там, да, и как, с каким Да, вирусом он поэтому- ходит. Поэтому Главное, витамин С, сама- обильное питье. Да, D-витамин, горячее питье. Еще раз повторюсь, при температуре 38 глицерин пить нельзя. А для профилактики очень даже можно, правда?
Хороший. Это очень вкусно. И сыр, и все. Мгм. Гостеприимство просто. Дашуля, ешь. Ты знаешь, я хочу тебе сделать комплимент. Вот ты знаешь, вот у тебя такая красота. Вот ты настолько красивый человек. Я тебе объясню, что я имею в виду. Знаешь, вот не современная красота, вот такая красивая девчонка. Вот я видела у тебя в Фейсбуке фотографии, да? Ты где-то городской пейзаж, и ты в берете. Да, это моя новая Ребят, профессия. ну как будто, знаешь, вот 70-е годы, вот красавица. Вот не такая, как сейчас, шаблон, вот ты запоминающийся. Вот внешность, ой, и ямочки на щечках, на бородке, понимаешь, это такая редкость. Спасибо. Вот ты запоминаешься. Спасибо, мне очень Вот мне приятно. кажется, ты попади в какой-нибудь проект такой большой, да, в киношный. Все, ты пойдешь дальше, дальше, дальше. Вот сейчас эти актрисы молодые, новые, да, все на одно лицо. Ну, мне очень приятно, спасибо. Но я просто только сейчас, наверное, начинаю, неправильно сказать, относиться иначе к своей внешности. Просто раньше, допустим, когда ты понимаешь, что у тебя специфическая, так скажем, нестандартная внешность, да, есть как бы у нас Индивидуальная. типажи, Это редкость. когда вот, зачастую и в кино, да, по Мгм. типажам, и вот ты смотришь, вот все, ты видишь, что вот она вот такая-то милашка, а это стерва или еще что-то. Ну да, вот когда ты на человека смотришь и видишь конкретный типаж. Я понимаю, что я могу быть разной, да, но это не всегда работает на руку, потому что очень часто людям нужен конкретный персонаж, вот типаж, вот, понимаете? И моя универсальность круто тем, что я могу быть разной, но иногда, когда работают иные законы, ты понимаешь о том, что ты должен ломать систему. Ну, у тебя такая, знаешь, красота индивидуальная, эксклюзивная, не такая, как все. Вот ты мне чем-то напоминаешь, знаешь, Кэт из 17 мгновений весны. Угу. В этом берете, вот я увидела эту фотографию, я поставила, естественно, я супер лайк. Сейчас я Потому просто что- пошаружу. Да, ну что-то не жестковатые, нет, попробуй, аккуратно. Вкусную с нугой. Да? Это жестковатые. Вот, поэтому, умничка, главное не растерять, а все. Свою внешность, не добавляй ничего в себя, там губы там и так далее и тому подобное, знаешь, никому не нужные. Будь такая, как ты есть. Я уверена, что найдется режиссер, который оценит по достоинству твою внешность и твои данные. Пробуй, а я тебе хочу что-то подарить. А как же? А как же? Дашечка, Да. я ж помимо всего прочего еще и хозяйка. О, Да, смотри, я как-то сделала программу в Ютубе, да, и делала икру для похудения. Друзья, ну понятно, что все баночки взорвались, у меня все и так далее. Больше я этого на публику не делаю. Так, спокойно, тихо, скромно готовлю. Ну, что-то там такое, какие-то заготовки делаю. Значит, я тебе даю вот эту аджику из чернослива. Очень вкусная. Все баночки стоят, ни одна не взорвалась. Я готовила аджику, я готовила синие в аджике. Ну, то есть, я думаю, попробуешь со Стасом, Спасибо да? Вам огромное. понравится. А маме дам рецепт. Спасибо. Я как настоящая одесситка обожаю аджику, потому что аджика это с детства. Ну, она речь, очень аджика. вкусная. Но из чернослива я никогда еще не пробовала. Чернослив и красный Спасибо. перец. Никаких помидор, ничего. Аджика, чернослив и красный перец. Спасибо. Отвезешь в Киев и попробуешь. Да. Ну что, друзья, я желаю тебе удачи. Спасибо. Даша, я желаю тебе успехов. Я желаю тебе мудрости. Ну, ты мудрая девочка, не по годам. Вот что-то мне так кажется. Я вижу просто это. Мудрая, не по годам. Я желаю тебе, чтобы в твоей жизни все получилось так, как ты хочешь и как ты того заслуживаешь. А я думаю, что ты заслуживаешь. Ты, вот я верю, что... Ой, придет время, да, и о тебе узнают все. Я очень на это надеюсь. Спасибо огромное за приглашение. Я, в свою очередь, хочу обратиться к зрителям и сказать, призываю вас ходить в театр, поддерживать искусство. Вот мы недавно с театральной мастерской Николая Ружковского запустили акцию «Я иду до театру». И мы говорим о том, что эта профессия, как и любая другая, она нуждается, то есть актер не может быть без работы, она нуждается в зрителях, понимаете? Мы с вами это одно целое, мы друг без друга не можем, мы не можем играть спектакль, когда вы не приходите, поэтому мы придерживаемся всех норм безопасности, дистанционная рассадка, антисептики, все. Дистанция больше, чем в транспорте, в магазине, продуктовом и так далее.
Давайте поддерживать искусство, все его проявления, да, не только театры. И это касается театра всей Украины, потому что, правда, это необходимо, и мы в такое трудное время, мы должны быть сплоченными, должны быть вместе. Поэтому мы будем рады вас видеть. Мы, допустим, театральная мастерская Николая Ружковского, как я говорила, открываемся 24 декабря. Очень надеемся на то, что случится новогоднее чудо, и не будет, у нас как бы будет снижена, да, процентность заболеваемых, и все-таки мы постепенно выпутаемся из этой сложной ситуации. В общем, будьте здоровы, берегите себя, любите себя и приходите в театр. Спасибо. Спасибо. И вы, друзья, не забудьте подписаться на актерскую кухню. Оставайтесь с нами и до встречи. Пока-пока. И самое главное, будьте здоровы. Пока. Пока. Спасибо.